Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями Армении и Азербайджана. Вот статья в издательстве Минвал АЗ. Миротворцы крышуют провокаторов. Произошел новый опасный инцидент. Сейчас ознакомлю конкретно, что здесь пишут. И там интересно еще есть продолжение этой темы. В зоне безответственности российских миротворцев очередной опасный инцидент. Как уже сообщал Минвал АЗ, 3 и 7 декабря представители Министерства экологии Азербайджана и компании «Азерголд» провели встречи с командованием российских миротворцев. На основе договоренности, достигли договоренности, что 10 декабря должен быть стартовать мониторинг месторождений меди, молибдена и золота на территории Карабаха, где временно размещены российские миротворцы. Так, ну и вот продолжение этого сериала, как сказать, вот. Первая провокация генерала Волкова, олигарха Варданяна в Карабахе. Так, вот здесь, видите, группа карабахских армян собралась и не пустила представителей Азербайджана на территорию Карабаха. Конкретно, что здесь пишут. Армянский телеграм-канал сообщает, что армяне преградили путь нашим экологам на территорию рудника для инспекции. В общем, карабахские армяне настроены агрессивно. Никаких делегаций, никаких комиссий они не собираются пускать на эту территорию, где временно размещены российские миротворцы. Громкая история с участием азербайджанских чиновников-экологов, попытавшихся провести мониторинг в зоне контроля российских миротворцев, где установлен сепаратистский режим, обернулась новым политическим скандалом. Ну, как я говорю, как было все договоренность, все должны были пропустить для, как сказать, мониторинга, но добравшись до источников, так, и вот теперь, оказавшись у месторождений Гизыль-Булак и Демирли, азербайджанские экологи наткнулись на непреодолимую преграду в лице российских миротворцев. Солдаты генерала Волкова отказались пропускать полномочных представителей правительства Азербайджана к указанным месторождениям. Более того, российский генералитет преподнес непрошенным властям домашнюю заготовку – армянскую протестную массовку под предводительством самого госминистра, российского гражданина Рубена Варданяна. Местные армяне, вопиющий глаз народа, встретили азербайджанцев, как подобает в зоне ответственности россиян, со всей присущей им агрессией и неистовой злобы. Да, армяне здесь агрессивно встретили азербайджанцев, начали кричать, мол, пошли вон отсюда. В общем, вот, такая ситуация непростая сейчас. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять истинный замысел российско-армянского дуэта Волкова с Варданяном. Они изрядно подготовились к приезду непрошенных азербайджанских гостей, которые не пришлись к армянскому двору и оказались хуже татарина, но это с юмором. Генерал Волков решил воспользоваться выпавшим шансом усадить за стол переговоров азербайджанских чиновников с Рубеном Варданяном. Разве не прекрасная возможность для первой легализации кремлевского ставленника в Карабахе? Однако азербайджанским чиновникам ничего не оставалось, как покинуть зону ответственности российских войск и с пустыми руками вернуться в Шушу. Азербайджанцы сразу отказались общаться с этим Рубеном Варданяном, потому что они считают своим врагом его. Таким образом, с подачи российского командования в Карабахе произошел первый эксцесс. Азербайджанцы оказались лицом к лицу с разъяренными армянами. Игра нервов в лучших традициях горбачевской перестройки. Напряженность нарастает. И вот такой политикой Волкова и ему подобные провоцируют новые конфликты и столкновения. Извиняюсь. Лиха беда начала, крючок сорвался. Ну все, говорю, вот вам армяне показали свое истинное лицо в Карабахе. Вот вам приезд делегации азербайджанских экологов, чтобы проверить рудники.
как там идут эти все работы. Ну, практически должны были мониторинг сделать. Все, карабахские армяне не пустили их на территорию Азербайджана. А вот карту нашел такую красивую, видите, Азербайджан. Ханкинди, так, Лачин, Хаджалы. И вот это вот на этой территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, армяне не пускают хозяев своей земли на эту территорию, представляете? Вот как раз карта Азербайджана. Но буду пользоваться двумя картами. Вот это такая на русском языке понятное название, все здесь написано. А там непонятно, потому что здесь конкретно нарисован этот участок огрызок, где временно размещены российские миротворцы. В общем, вот такие новости, ребята, я говорю. Напряжение возрастает, миротворцы крышуют провокаторов, произошли опасные инциденты. И дальше будет все это нагнетаться, я думаю, обстановка. Сейчас потом ознакомлю, что пишет армянская пресса по этому поводу. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.